Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Мы с вами продолжаем работать с мотоциклом М62. И сегодня у нас очень интересная тема под названием электрооборудование. А если быть точным, то работать будем с генератором. Думаю, ни для кого не секрет, что одним из существенных недостатков старых мотоциклов является 6-вольтовая электросистема. А 6 вольт – это плохой свет, слабая искра и сложности с поиском компонентов. Если 6-вольтовые лампочки еще где-то как-то можно найти под заказ, то, например, реле поворотов или реле-регулятор на 6 вольт – это уже большая редкость. Хочешь не хочешь, напрашивается необходимость перехода на 12 вольт, а сделать это можно несколькими способами. Самый простой, самый доступный, но, к сожалению, не самый эффективный способ заключается в переподключении обмотки возбуждения внутри генератора и замене реле-регулятора на 12-вольтовое. Забегая вперед, скажу, что именно такой способ я и буду реализовывать на данном мотоцикле, а главным его достоинством считаю сохранение исторического вида двигателя. Без каких-либо видимых изменений этот генератор выдаст нам 12 вольт. Но есть и недостаток. Низкий КПД. Мощность генератора останется плюс-минус на том же уровне, около 65 Вт. Напряжение подрастет до 12 вольт, а вот выдаваемые токи просядут. В результате зарядка на низких оборотах у нас будет слабоватая, если вообще будет, и свет фары тоже будет не очень ярким. Ну а если мы захотим навесить еще какие-то дополнительные потребители, то генератор может в принципе не вытянуть. Для повышения эффективности такой переделки обычно перематывают катушку возбуждения, но это не сильно помогает. Есть и более радикальные способы, которые уже подразумевают установку другого генератора. Например, Г424 от более поздних моделей Уралов и Днепров. Устанавливается такой генератор через специальный переходник, а для его монтажа двигатель необходимо разобрать, выступающие алюминиевые приливы спилить, просверлить дополнительные отверстия. В общем, исторический вид страдает. Видел также решение с установкой автомобильных генераторов сбоку, когда на валу старого генератора монтируется шкив и от него клиновым ремнем приводится во вращение что-нибудь мощное автомобильное, либо от маховика поликлиновым ремнем. Либо есть еще один очень хороший, сочетающий в себе все достоинства вариант, когда и генератор выглядит классически и выдает трехфазную переменку с хорошей мощностью. Вот только стоимость такого комплекта около $250. Не всем по карману. Но раз уж мы с вами решили реализовать способ доступный и простой, давайте генератор снимем и отправимся с ним на рабочий стол. Откручиваем задний упор и ослабляем хомут. А начнем давайте с проверки, ведь прежде чем что-то переделывать, необходимо убедиться, что оно в принципе работает. И самый простой способ проверки 6-вольтового генератора такого типа – это включение его в режиме электродвигателя. Видите, у нас есть две клеммы. Ш – это шунт или обмотка возбуждения. И Я – это обмотка якоря, вращающейся части нашего генератора. Для того, чтобы запустить его как электродвигатель, на якорь необходимо подать плюс, а на обмотку возбуждения минус. Одновременно на одну сторону обмотки возбуждения и на другую, которая у нас является массой. Давайте
Соберем небольшой испытательный стенд. Возьмем аккумулятор. Так. Одновременно на шунт и на массу. Не очень удобно, но вроде получается. И плюс на якорь. Как видите, работает. Аккумулятор у нас 12-вольтовый, но это не проблема. От 6-вольтового вращался бы чуть медленнее. Все работает ровно, без рывков, без проблем. Немножечко искрит, но это так и должно быть. Отлично. Значит, генератор в порядке. Теперь можем заняться перекоммутацией. Но для начала давайте попробуем разобраться, а как же у нас все подключено сейчас. Я не художник и не электрик, поэтому заранее прошу прощения за схему, которую сейчас попытаюсь нарисовать. Итак, давайте медленно, постепенно, чтобы все было максимально понятно. Есть у нас внутри генератора две обмотки. Это обмотка возбуждения и обмотка якоря. Вот они. Как они соединяются между собой? Один конец обмотки возбуждения и один конец обмотки якоря соединяются с клеммой Я. Второй конец обмотки возбуждения выходит на клемму Ш, а второй конец обмотки якоря присоединяется к массе. И вот когда это все начинает работать, на Я через реле-регулятор у нас подается плюс. На Ш через реле-регулятор у нас подается минус. На массе минус у нас и так есть постоянно. Получаем два магнитных поля. Одно неподвижное, другое вращается. Они, взаимодействуя между собой, усиливаются, вырабатывают нам большее напряжение. И когда это напряжение достигает заданного значения, 7,5-8 вольт, не знаю точно сколько, реле-регулятор отсекает минус на клемме Ш. Ток через обмотку возбуждения не течет, напряжение проседает. Снова срабатывает реле-регулятор, появляется минус, и ток снова пошел. Таким образом осуществляется регулирование напряжения за счет отключаемого минуса. Нам же сейчас эту схему предстоит немножко переделать. Давайте ее повторим. Обмотка возбуждения. Обмотка якоря. Клемму Я с обмотки возбуждения необходимо перенести на Ш. То есть здесь будет выход Ш. Другой конец обмотки возбуждения мы соединяем с массой. И помните, обмотка якоря у нас также соединена была с массой. А с этой стороны Я так и остается на своем месте. Единственное, что добавим сюда диод, который не даст току от плюсовой клеммы аккумулятора течь сразу через обмотку якоря на минус, на массу. Иначе будет у нас короткое замыкание и обмотка якоря просто сгорит. А на Ш у нас по-прежнему будет приходить с клеммы Ш реле регулятора, на этот раз уже управляемый плюс. И за счет изменения напряжения, включения-отключения тока через обмотку возбуждения будет регулироваться, собственно, работа генератора. На бумаге выглядит все довольно просто. Сейчас необходимо воплотить это в проводах. Снимаем с нашего генератора защитный хомут. Он здесь выполняет роль крышки, закрывает все наши коммутационные соединения. Под ним электроизолирующая прокладка, некоторое количество грязи.
Ну и вот видим, у нас выход обмотки возбуждения клеммы Я, выход обмотки возбуждения на клемму Ш. Немножко все шевелится, необходимо подтянуть. Ну и согласно этой схеме переподключаем. Главное, не путаем. Концы обмотки якоря у нас идут на щетке, а концы обмотки возбуждения уходят вглубь генератора к катушке. Вот якорную обмотку оставляем на месте, а обмотку возбуждения протягиваем сюда и переподключаем. Что-то похожее на запланированную схему у нас получилось. Давайте генератор закроем. И на клемму Я установим диод, защищающий якорь от короткого замыкания. Лучше, если это будет диод Шотки. На нем просадка напряжения гораздо меньше. У меня здесь обычный диод, и напряжение на нем теряется от 0,8 до 1 вольта. И вы понимаете, разница между 12 вольт на зарядку аккумулятора или 13. Конечно, серьезно влияет. Если это будет диод Шотки, то просадка будет около 0,2-0,3 вольта. Так что надо будет заменить, а этот диод используем просто для испытаний. Что касается самих испытаний, в режиме электродвигателя при таком подключении наш генератор работать уже не будет. Но проверить его все равно можно, подав плюс на клемму Ш, таким образом создав магнитное поле и вращая в этом магнитном поле якорь, снимая с него показания с помощью вольтметра. Если все работает, то на выходе у нас появится напряжение. Давайте эту схемку сейчас соберем и проверим. Схема получилась максимально простая, наглядная, все как на картинке. Добавился у нас только вольтметр в этом месте. И сейчас дадим вращение якорю. Давайте на всякий случай еще разок проговорим. Минус аккумулятора идет на массу генератора. Сюда же подходит один из щупов вольтметра, минусовой. Плюс аккумулятора подключаем на клемму Ш. Таким образом у нас сейчас катушка возбуждения уже запитана и создает электромагнитное поле. Включаем вольтметр, он ничего не показывает. И начинаем не спеша вращать якорь. Смотрим на показания. 1,5 вольта, 2,8, 4,2. По мере роста оборотов растет и напряжение. 9, 12,5. Ну и вот максимум. Максимум, который смог выдать мой шуруповерт, 12,56 вольта. Согласитесь, это уже не 6 вольт, снимаемых с генератора. Плюс к этому еще потери на диоде. Можем попытаться подключить перед диодом вольтметр. Теоретически напряжение сейчас должно подрасти. 12,94 было. На пике было 12,94.
почти 13 вольт, а этого уже достаточно для зарядки 12-вольтового аккумулятора. Может быть слабой, неполноценной зарядки, но и обороты у нас всего 1,5, максимум 2000 этот шуруповерт выдает, а под нагрузкой, естественно, и того меньше. Так что неплохо, неплохо. Ну и сейчас можем попробовать собрать схему с регулятором напряжения. Я сниму его с мотоцикла и соберу все так, как оно должно работать. Как видите, схема немного усложнилась, но не критично, в ней все еще можно разобраться. У нас появился регулятор напряжения, это электронное реле зарядки производства Совек, которое должно поддерживать напряжение в сети до 14 вольт, что находится где-то за пределами мечтаний нашего генератора. Видим здесь 3 клеммы. ЛК – это лампа зарядки на панели. ША соединяется проводом с клеммой ША генератора, все предельно понятно. Плюс соединяется проводом с выводом Я после диода. И на этот же плюс подается у нас плюс аккумулятора. Включаем вольтметр. Он меряет напряжение между выходом Я и массой генератора. Показывает сейчас 11,5 вольт. Обмотка возбуждения берет на себя какую-то часть напряжения, что-то забирает. Начинаем вращать. И как видите, результата нет абсолютно. Отключаю вольтметр и переключаю его на клемму Я до диода. Напряжение поднялось до 12,15 вольта. Помните, я говорил про просадку около 1 вольта. Ну, здесь по факту на диоде получается 0,6, 0,7 потеря. И он уже не дает показать превышение напряжения над тем, что есть у нас в аккумуляторе. То есть генератор работает, выдает, но приблизительно столько же, сколько в аккумуляторе есть. Если аккумулятор начнет проседать, разряжаться, то это напряжение в него все-таки что-то начнет заряжать. Здесь определенно плюс в том, что у нас на мотоцикле установлен микропроцессорный Совек. Электронное зажигание, которое начинает работать уже при напряжении от 6 вольт и выше. Это обеспечит работоспособность системы. Можно было бы проверить работу ЛК контакта, но сработает он только на 14 вольтах. Лампа зарядки при достижении 14 вольт погаснет. А у нас 14 вольт нет, значит этот контакт теряет свой смысл. Но каким же образом контролировать, есть зарядка или нет? Ну, можно вмонтировать какой-то вольтметр. Где-то неприметно поглядывать. 12-12,5 дает. Отлично, едем дальше. А можно установить лампочку между плюсом аккумулятора и выводом Я до диода. Дело в том, что здесь у нас сейчас, по сути, минус. А когда начнет вращаться генератор, постепенно будет становиться плюс. Плюс 8, плюс 10, плюс 12. Напряжение будет нарастать. И если мы между плюсом и изначально минусом включим лампочку, она будет светиться. Но по мере раскрутки, по мере роста напряжения, лампа будет гаснуть. Проверим, так это или нет. Включу сразу вольтметр. А он нам все равно ничего не покажет, поскольку там
Превышения нет. Ну и прокинем лампу от плюса до Я. Включаем зажигание, то есть подаем питание от плюса аккумулятора на плюсовую клемму реле зарядки. Загорелась лампа, видим показания вольтметра 11,4. Начинаем постепенно разгонять. Смотрите, как лампа реагирует. Вот уже есть зарядка, по сути. Видите, лампа погасла. Лампа погасла, поскольку исчезла разность потенциалов между выходом генератора и плюсом аккумулятора. Но на вольтметре это по-прежнему никак не отражается. Для того, чтобы вольтметр что-то показал заметное, существенное, нам необходимо заменить диод на диод Шотки и дать больше оборотов. Шуруповерт слабоват. Теория на этом заканчивается. Надо будет переходить к практике, но это уже не сегодня. Установлю генератор на мотоцикл, проведем все провода, обеспечивающие зарядку и работу системы зажигания. И будем делать тесты на работающем двигателе. Ну а в финале этого видео я хотел бы выразить огромную благодарность Алексею Феоктистову, человеку, у которого я когда-то впервые увидел эту систему, работающую на мотоцикле. Впечатлился, но тогда так до конца и не понял, как же это работает. И вот сегодня практически в режиме онлайн Лешка помогал мне своими советами и подсказками. Леха, большое спасибо, все получилось, все заработало. А на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.